Друзья, всем привет! Это канал Фактограф. И сегодня мы погрузимся в мир, где правда и вымысел переплетаются так тесно, что порой сложно отличить одно от другого. В этом видео мы расскажем о самых больших обманах в истории, которые потрясли мир и изменили судьбы миллионов людей. От знаменитого троянского коня и загадочного племени Тасадай до сказочных деревьев спагетти и окаменевшего великана из Кардифа. Эти истории заставят вас задуматься о том, как легко можно быть обманутым. Мы раскроем тайны знаменитых афер и покажем, как хитроумные схемы обманщиков ставили под сомнение веру в человечество. Приготовьтесь к увлекательному путешествию по страницам истории. Но перед этим не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые выпуски. А теперь поехали. Впереди много интересного. Троянский конь. Троянский конь, пожалуй, самый известный обман в истории. О нем знает каждый школьник. Ведь одним из основных источников информации об истории Троянской войны является поэма «Энеида», написанная древним римским поэтом Вергилием в I веке до нашей эры, которая включена в школьную программу. В этом произведении подробно описываются события, приведшие к падению Трои, включая историю троянского коня. Но давайте немного освежим память. Когда троянец Парис сбежал с Еленой, женой царя древнегреческого государства Спарта, началась война. Она бушевала в течение 10 долгих лет. После бесплодной многолетней осады Трои греки построили огромного деревянного коня и спрятали внутри отряд солдат. Греки убедили своих врагов в том, что это мирный подарок. Наивные троянцы с радостью его приняли и затащили лошадь в свой укрепленный город. Ночью греческие войска выбрались из коня и открыли ворота для остальной армии, которая тихо зашла под покровом ночи. И все, Трое конец. Греки разрушили Трою, окончательно положив конец войне. Тасадай. Тасадай-манобы или просто Тасадай – небольшая этническая группа, живущая на филиппинском острове Минданао. В 1971 году по всему миру были опубликованы сенсационные статьи об обнаружении этих людей, которые, начиная с каменного века, жили в изоляции в пещере в джунглях. Их описывали как сообщество благородных дикарей. Среди членов сообщества не было насилия или конфликтов. Племя находилось под патронажем богатого филиппинского политика Мануэля Элизальде, и только он мог предоставить доступ к нему антропологам и знаменитым ученым. Территорию охраняли военные, посещения были запрещены. Через 15 лет правительство поменялось, военные границы на пути в заповедник были сняты. Тут-то обман и вскрылся. В 1986 году, безо всякого предварительного уведомления, племя посетил шведский антрополог Освальд Итен. Освальд увидел людей, которые были одеты в футболки и джинсы и пользовались такими современными предметами, как ножи или зеркала. Выяснилось, что они не являются племенем каменного века. Они просто играли роли, и Элизальде платил им за это деньги. Самого Элизальде найти уже не удалось. Он успешно сбежал. Труп феи. В 2007 году в интернете были выложены шокирующие снимки. На них труп феи, точнее ее мумия. Из сопровождающего описания следовало, что якобы на мумию случайно наткнулся житель Лондона, некий Дэн Бэйнс. Он заявил, что остатки феи были обнаружены собакой и что их подлинность подтверждена антропологом. Бэйнс заявил, что остатки были похожи на остатки ребенка, но с полыми, как у птицы, когтями. У трупа также были зубы, кожа, волосы и, конечно же, крылья. Дэн сфоткал тело и немедленно разместил фотографию в интернете. Его страничка набрала более 20 тысяч посещений за один день. Не удивляйтесь, люди просто искренне верили в существование фей. Снимки появились 1 апреля. Уже как-то подозрительно. Тут и сам автор вскоре признался, что пошутил. Труп феи оказался подделкой, сделанной собственноручно Дэном Бэйнсом. Он является профессиональным изготовителем подобных изделий, а также всяких магических штучек для фокусов. Вот и мумию Бэйнсу удалось продать анонимному коллекционеру из США. Умный Ганс. В конце 19 века бывший учитель математики Вильгельм фон Остен произвел фурор в обществе. Он показал публике коня, обладавшего поистине уникальными интеллектуальными способностями. Но давайте начнем с предыстории. Выйдя на пенсию, Остин загорелся идеей развивать у животных интеллект. Он купил маленького орловского рысака, которого назвал Гансом, и приступил к занятиям.
Через некоторое время Ганс начал демонстрировать владельцу невероятные способности. Что бы ни спросил хозяин, будь то арифметическая задачка или же какая-либо дата в календаре, конь на все отвечал правильно, отстукивая копытом нужное количество раз. В начале 20 века Ганс активно галопировал по берлинским концертным залам, поражая зрителей своей необыкновенной ловкостью. Провал наступил в тот момент, когда задали вопрос, ответ на который не знал и сам Остин. Тогда, в 1907 году, немецкий психолог Оскар Пфунгст провел комплексное методологическое расследование и доказал, что лошадь на самом деле не производит в уме никаких подсчетов, а дает верные ответы, наблюдая за языком тела и эмоциями зрителей, в первую очередь своего хозяина и дрессировщика, который до последнего искренне верил, что его животное разумно. Ганс оказался обычным, но очень внимательным и хитрым конем. Великан из Кардифа. История началась 16 октября 1869 года. Двое рабочих копали колодец на заднем дворе одного из домов нью-йоркского городка Кардиф, когда случайно наткнулись на ногу. Когда находку полностью освободили от земли, они ахнули. Перед ними было тело, по всей видимости, окаменевшего великана. Он лежал на спине, держа правую руку в районе живота. Рост каменного исполина составлял внушительные 3 метра. Весть о кардифском великане облетела местных жителей молниеносно. И на находку приходили посмотреть толпами. Так как великан был найден на дворе дома Уильяма Ньюэлла, он начал брать с гостей плату в 25, а затем и в 50 центов. Вскоре гиганта стали показывать на выставках. Ажиотаж вокруг статуи не утихал, пока не выяснилось, что кардифский великан вовсе не окаменевший древний человек, а современная гипсовая статуя. Оказалось, что убежденный атеист и скептик Джордж Халл намеренно совершил мистификацию. Однажды, затеяв теологические споры о гигантах, населявших Землю, Халл решил доказать на практике, что это не так, и нанял каменщика, чтобы тот изготовил 3-метровую статую. Великан был состарен с помощью кислот и закопан в землю за амбаром его кузена Халла Ньюэлла. Так Джордж Халл хотел доказать, что люди часто верят в то, что не выдерживает никакой критики. Деревья спагетти. Это еще одна эпичная мистификация, за разработку которой взялась целая телекомпания. 1 апреля 1957 года английская BBC в ежедневной программе «Панорама» выпустила репортаж о небывалом урожае спагетти в местечке Тичино на юге Швейцарии. В сюжете показали, как одно швейцарское семейство сосредоточенно снимает спагетти с макаронных деревьев, рассуждая при этом на камеру о счастливом избавлении от макаронного долгоносика. Актеры, собирающие спагетти, играли более чем убедительно, а бесстрастный рассказ известного ведущего BBC Ричарда Димблби звучал как любой другой репортаж корпорации тех лет. На следующий день сотни зрителей программы звонили и спрашивали, как разводить спагетти. Просто представьте себе реакцию работников телекомпании. Разумеется, вряд ли современный человек не понял бы, что это был первоапрельский розыгрыш, но в то время спагетти в Британии не были столь известны, как сейчас. Так что неудивительно, что нашлись и те, кто всерьез задумался, не растить ли макароны у себя дома. Мэри Тофт и кролики. Наверняка вы знаете Дейенерис Таргариен, мать драконов, а это Мэри Тофт, мать кроликов. Мэри – обыкновенная англичанка из 18 века. Когда ей было 25 лет, у нее было 3 детей. Затем женщина снова забеременела, но в этот раз что-то пошло не так. Однажды, работав в поле, она увидела кролика и побежала за ним. Вдруг Мэри почувствовала особо сильное недомогание, и у нее, видимо, случился выкидыш. Что произошло дальше, сейчас уже трудно сказать. То ли Мэри делала все нарочно, то ли у нее случилось то, что сейчас бы назвали пострадовой депрессией. Так или иначе, женщина наутро организовала еще одни роды. На свет появились отдельные части кролика. Акушерка Мэри отправила эти части местному хирургу Джону Говарду. Говард приехал к роженице и вскоре сообщил, что он стал свидетелем того, как Мэри в течение 1 месяца родила еще 8 кроликов. После этого Мэри против ее желания перевезли в Лондон для обследования, которое проводилось под пристальным вниманием самого короля Георга. Как ни странно, Мэри перестала рожать зверей. Затем обман разоблачили. Оказалось, что муж Мэри покупал кроликов у городских торговцев и передавал в ее комнату.
Под тяжестью улик Мэри призналась, что история была обманом, и ее заключили в тюрьму на несколько месяцев. Мальчик в воздушном шаре. Этот звонок сотрудница службы спасения 911 штата Колорадо запомнила на всю жизнь. Утром 15 октября 2009 года взволнованный мужчина по имени Ричард Хин срывающимся голосом сообщил, что его 6-летний сын Фалькон летит на самодельном воздушном шаре на огромной высоте. Мальчик забрался туда без ведома родителей, а шар взмыл в воздух внезапно. Его забыли закрепить веревкой. На поиски были брошены силы полиции и спасатели. По тревоге подняли в воздух вертолеты. Ситуация была критической. Наполненным гелием шар поднимался все выше и выше, унося испуганного, плачущего мальчика. Спустя пару часов летательный аппарат начал сдуваться и приземлился на поле. Однако подоспевшие к месту посадки спасатели не обнаружили там мальчика. Как оказалось, 6-летний Фалькон все это время прятался в гараже дома своих родителей. Вскоре и вовсе выяснилось, что весь этот инцидент – обман и рекламный трюк, спровоцированный родителями мальчика с целью повысить собственную популярность. 13 ноября 2009 года Ричард Хин был признан виновным. Он был приговорен к 90 дням тюремного заключения, а также был обязан выплатить $36 тысяч штрафа. А его жену приговорили к 20 дням тюрьмы по выходным. Дневники Гитлера. 25 апреля 1983 года авторитетный немецкий журнал «Штерн» заявил о сенсационной находке. В обломках авиакатастрофы 1945 года были найдены дневники Гитлера. Через 3 дня была опубликована первая партия выдержек из дневников бывшего рейхсканцлера. Находка принесла ошеломительный успех. Тиражи журнала тут же выросли в несколько раз, а вместе с ними и розничная цена за номер. Сомнений в их подлинности не возникало, ведь эксперты, почерководы из Германии, США и Франции ее подтвердили. Но не прошло и 2 недель после начала публикации дневников, как все рухнуло. Находка оказалась грубой подделкой. Фальсификатором был неудачливый художник Конрад Куяу. Он зарабатывал на жизнь, приторговывая реальными вперемешку с поддельными нацистскими предметами. Но в этот раз он сорвал куш, продав редакции журнала «Дневники» за 9 миллионов марок. Однако мошенник допустил грубую ошибку. В самом начале процесса изготовления фальшивки он использовал современные канцелярские принадлежности, произведенные позднее 1945 года. Марсианская мистификация. В 2003 году огромное количество людей были намеренно введены в заблуждение. Дело было так. Многим людям на электронную почту пришли странные сообщения с текстом, что если 27 августа 2003 года посмотреть на планету Марс невооруженным глазом, он будет больше, чем полная Луна. Действительно, в 2003 году расстояние между Марсом и Землей составило 55 758 006 километров. Это наименьшее расстояние за десятки тысяч лет. Хотя имейл был корректен сам по себе, исходная фраза «при увеличении всего в 75 раз Марс будет выглядеть больше, чем полная Луна при взгляде невооруженным глазом» часто цитировалась с разрывом строчки в середине этого предложения. Поэтому многие читатели воспринимали «Марс будет выглядеть больше, чем полная Луна при взгляде невооруженным глазом» как отдельное предложение, тогда как имелось в виду, что Марс, увеличенный в 75 раз, будет выглядеть больше, чем Луна без увеличения. Да и вполне логично, что Марс в нормальных условиях, выглядящий лишь точкой на небе, не может вдруг стать больше, чем Луна. На этом у нас все, друзья. Спасибо вам за просмотр. Не забудьте поделиться в комментариях, в какой обман из нашей десятки лично вы бы ни за что не поверили.